Сегодня поделюсь с вами рецептом салата. Похожего рецепта еще не было на моем канале, так что можно сказать, это настоящий дебют. Он легкий и в то же время из доступных ингредиентов. Решайте сами, для какого случая он вам пригодится. Я стала готовить его довольно часто в сезон, потому что он универсальный. Подойдет для семейного ужина и просто когда хочется чего-то вкусного, но не тяжелого. Кстати, список продуктов для этого рецепта вы можете найти в описании под этим видео. Для начала займусь грибами. Я их уже помыла и сейчас нарезаю крупным кубиком. Мне нравится в этом салате именно такая нарезка. Она дает хорошую текстуру. Грибы чувствуются в каждом кусочке, но при этом не доминируют над остальными ингредиентами. Когда режете грибы, старайтесь сделать кусочки примерно одинакового размера. Так они равномерно прожарятся. На разогретую сковородку высыпаю грибы, нарезанные кубиком. Добавляю соль, черный молотый перец. Сначала готовлю без масла, даю грибам выпустить всю лишнюю влагу, и только потом, когда влага выпарится, добавляю растительное масло и доготавливаю на среднем огне. Отставляю грибы до остывания. Теперь займемся куриным филе. Беру именно эту часть, потому что она кажется мне более подходящей для этого рецепта. Нежная, быстро готовится, легко нарезается. А вы бы какую часть курицы выбрали? Напишите об этом в комментариях. Кстати, для тех, кто не кушает мясо, можете этот шаг пропустить. Салат получается питательный и вкусный, и без курицы. Нарезаю курицу небольшими кусочками, примерно такого же размера, как и грибы. На сковородку наливаю масло, высыпаю курицу, добавляю соль, специи для курицы без соли. Обжариваю до готовности на среднем огне, периодически помешивая. Также отставляю до остывания. А теперь переходим к пекинской капусте. Беру половинку, этого вполне хватит. Она здесь играет роль зелени и добавляет легкости в этот салат, при этом отлично держит форму. Нарезаю ее вот такими полосочками, не слишком тонко, но и не толсто. Высыпаю капусту в миску, следом отправляю остывшее куриное филе и остывшие жареные грибы. Еще возьму 2-3 отварных яйца, нарезаю яйца кубиком и отправляю в общую миску. Добавляю нарезанную петрушку, она дает свежесть и аромат. Можете использовать укроп или зеленый лук, кому что больше нравится. Спасибо вам за теплые слова в комментариях, читаю каждый. И это очень вдохновляет меня на новые рецепты. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые интересные рецепты. Дальше чеснок. И тут я покажу вам небольшой лайфхак. Так стараюсь сделать для тех блюд, где чеснок не проходит тепловую обработку. Потому что он так, на мой взгляд, получается менее кусачий, так сказать. И нет неприятного осадка в организме после чеснока. Разрезаю очищенный чеснок пополам и достаю вот этот стебель. Серединку. А вы знали про такой способ? Напишите об этом в комментариях. Один подписчик недавно написал, что не понимает вкуса сушеного чеснока в салатах. Вот как, на мой взгляд, можно использовать свежий чеснок в салате, и в то же время он не даст такого резкого послевкусия. Чеснок выдавливаю через пресс и добавляю в салат. А теперь покажу вам мой любимый способ дополнить этот салат. Для этого батон нарезаю кубиком, не очень крупно, чтобы удобно было кушать. На сковородку с растительным маслом высыпаю кубики батона, добавляю смесь копченой паприки и куркумы. Это дает потрясающий аромат и красивый цвет. Еще добавляю специи для салата, у меня есть готовая смесь. Здесь можете добавить соль, чтобы усилить вкус, так сказать. Но я этого не делаю. Хочу, чтобы акцент был на салате все же. А сухарики были дополнением. Постоянно помешиваю. Жарю на среднем огне до готовности. Через некоторое время хлеб пропитается маслом и специями. Наберет вот такого золотистого румяного цвета. Отставляю сухарики в сторону. Теперь можно заправлять салат. Для заправки я выбрала жирную сметану и острую горчицу. Все аккуратно перемешиваю. Выкладываю на тарелку и украшаю теми самыми ароматными сухариками. Кстати, вместо сухариков вы можете использовать зерна граната, получится очень празднично, или семечки тыквы, или смесь семян. Это добавит не только красоты, но и пользы. А можете просто посыпать свежей зеленью, тоже будет очень красиво. Вот и готов наш салат. Получился яркий и сытный, и в то же время легкий. Обязательно сохраняйте этот рецепт, чтобы не потерять, и поделитесь с друзьями. Уверена, им тоже понравится. Этот салат отлично подойдет и на каждый день, и на праздничный стол. Можете подавать его как основное блюдо, на обед или как ужин. Спасибо вам за лайк,
после просмотра видео. Тогда больше людей увидят этот рецепт и смогут приготовить это вкусное блюдо. До встречи в комментариях и следующих видео.